You mentioned going back to the old days. This pure vision of boxing, you think it comes from your amateur career, 400 fights, and makes you maybe see the world of boxing differently than some other fighters who go pro faster with shorter amateur career? Ты думаешь, что вот эти бои, которые у тебя были любительские, что это дает как бы тебе сказать, что ты хочешь вернуть бокс обратно? И что ты бы хотел бы видеть остальные боксеры, которые приходят, чтобы они не шли так долго настраиваться? Нет, я об этом вообще не думаю. Я думал всего лишь о своей боксерской карьере, когда я готовился, когда отец меня готовил к тому, чтобы стать профессиональным спортсменом. Он выстраивал мою карьеру боксерскую. И я не думал о том, и он, наверное, не думал о том, чтобы там показывать кому-то или научить кого-то, что в профессиональный бокс можно сразу с любителей выскочить на титульный бой. Ну, об этом никто не думал, и я не знаю, навряд ли в ближайшее будущее, в ближайшее время найдется такой смельчак, который может сразу прыгнуть там и во втором бою пытаться завоевать чемпионский титул. I didn't talk about generally. I was talking just about myself, which is, my father was organizing all my amateur career, and all he was preparing me for the professional bouts to be there. I don't think we're going to see in the near future somebody jumping in a ring in a second fight, trying to fight for the title. Gregor's doing it in one. He's doing it in one fight. McGregor делает в самом первом бою. But it's not a champion. No, true. It's not a champion. Come on, brother. Good point. Loma, I want to ask you, I know you're friends with Triple G. He's got a huge fight against Canelo, in September. I just want to ask you, what did you hear about their sparring session? I know it was 5-6 years ago, but what have you heard from Triple G about that, and does that matter at this point, 5-6 years later? Что ты можешь прокомментировать, когда они там 5-6 лет назад вместе спарринговали? Я знаю, что ты Канело и Triple G. Я знаю, что вы как бы друзья с Геной. И говорил Гена что-то про эти спарринги, там что-то. Давайте так, я с ним не настолько близко знаком, чтобы разговаривать, и не так часто с ним встречаюсь, чтобы разговаривать на такие темы, и я вообще в априори с ним, о боксе мне не доводилось с ним разговаривать. Что я думаю по поводу их спарринга 5-летней давности, как он отобразится на их будущем бое, я думаю, что это не имеет значения, потому как это было очень давно. Прошло 5 лет, они оба выросли в мастерстве, выросли в скилле, поэтому это не имеет значения никакого, что было тогда. I am not so close with the Triple G, where we are sitting every day, and I'm not seeing so much. And the few times we saw each other, we didn't even have a chance to speak about boxing. What I think about their sparrings of 5 years ago, I think it's going to be it doesn't really matter what they did 5 years ago, because they already, pick up and talent and their stamina, everything. So it's going to be a completely different thing that they've been sparring 5 years ago. A lot of people say that that it's the right time for Canelo to be getting Triple G because of his last 2 fights against Brook and Daniel Jacobs. Other people say it was just a level of competition. Daniel Jacobs is a really good fighter. Brook, is a great lightweight, just with super fast hands. Do you feel that Triple G is slipping a little bit, or do you think that's he just had tough competition? Много людей говорят, что сейчас как бы очень правильное время для Канело этот бой с Головкиным, потому что у него как бы 2 последних боя были уже такие не очень там и с этим с Бруком и с Бруком не очень. Daniel Jacobs, то есть как бы сейчас уже все думают, что Triple G уже на спаде, и для Canelo это как бы хорошее время. Все, кто понимает бокс, все, кто разбирается в боксе, можно взять бой с Джейкобсом, тогда все делалось для того, чтобы Джейкобс вышел и выглядел хорошо в этом бою. Они сделали взвешивание намного раньше, чем должно быть.
у Джейкобса было больше времени, чтобы набрать вес, тот, который он убрал. И если посмотреть в бою, Джейкобс был намного больше, чем Головкин. Здесь нельзя тоже это не учитывать. У них было два разных человека было до взвешивания и после взвешивания. Они выглядели как из двух разных весовых категорий. Поэтому здесь нельзя об этом забывать. Don't forget about the Jacobs and Triple G was fight. Everything was done for Jacobs to look good. Even they put the weight in much earlier than it's supposed to be, giving him an advantage to bring much more weight. So when you see Jacobs before the weight in and you see Jacobs after the weight in, you see two different people. So that at that point he had the advantage, and which is you don't forget about that.